Умные часы от бренда Oppo, которые работают на операционной системе ColorOS. Они имеют AMOLED-экран, корпус из нержавеющей стали, стильный дизайн, круглосуточный мониторинг показателей здоровья, измерение пульса, SPO2, уровня стресса, температуры кожи, ЭКГ-анализ, эластичности сосудов и даже уровень глюкозы. Ко всему этому они еще имеют время автономной работы до 5 суток в обыкновенном сценарии использования, встроенный микрофон и динамик, наличие NFC-модуля и возможность завести eSIM. И это только малая часть того, что же нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Oppo Watch 4 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Перейдем же к обзору. Распаковка. Oppo Watch 4 Pro поставляется в продолговатой упаковке. На ней есть изображение, название самого устройства и краткие характеристики. Упаковка напоминает упаковку смарт-часов от Apple. На руках у меня, разумеется, китайская версия смарт-часов, так как глобальной версии на момент издания обзора вообще еще не существует. В комплекте есть краткое руководство с QR-кодом для скачивания приложения, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, отдельно Cradle для зарядки, что удобно, но он с пинами, за что огромный минус, учитывая стоимость часов. Далее есть сами смарт-часы с ремешком из кожи и дополнительный силиконовый ремешок, который лежит в отдельной коробке. Размеры смарт-часов 41 на 50 на 14,7 мм по самым объемным частям, а вес с ремешком 65 граммов. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, плюс еще завтра, кстати, распродажа стартует на Али, она вроде будет лучше даже, чем 11.11, с которого мне почти уже все, кстати, пришло. Огромное спасибо всем заранее за просмотр, не забывайте прожать лайк, потому что я понимаю, что я обозреваю часто китайские устройства, и они никому не нужны, но потом появляется глобалка, и ура, вы о ней уже все знаете. Даже когда вам начинают про нее рассказывать магазины, у которых эта глобалка появилась. Поставляется Watch 4 Pro в двух вариантах расцветки, это серебристый и черный. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а с тыльной части находится керамика. Дизайн устройства такой же, как и в модели Watch 4 Pro, есть только незначительные изменения во внешнем виде. Как по мне, Oppo Watch 4 Pro выглядит более солидно, чем прошлая модель, но по факту обе модели имеют интересный и запоминающийся внешний вид. Качество материалов у Oppo Watch 4 Pro отличное, как и сборка. На мужской руке смарт-часы выглядят хорошо, но вот для женской руки они слегка громоздкие. Стоковый ремешок из кожи, застежка классическая, выполнена из металла с надписью Oppo. Крепление стандартное, так что заменить на любой другой ремешок возможность есть. Дополнительный силиконовый ремешок тоже хорошего качества. Охват запястья кожаного ремешка от 130 до 200 мм. При носке Oppo Watch 4 Pro слегка ощущаются, но к ним очень быстро привыкаешь, и спать в них комфортно. На корпусе расположили надпись Oppo, 4 контакта для зарядки, микрофон, динамик, электрод для измерения ЭКГ и датчики мониторинга здоровья. На правом торце расположили одну механическую кнопку колесика. В стоке она выполняет функцию перехода в меню и переход во вкладку, где находится включение-выключение, перезагрузка устройства, включение энергосберегающего режима и вызов экстренного номера. Двойным нажатием можно открыть недавно открытые приложения, и полноценная многозадачность поддерживается. Функция прокрутки на борту, она сопровождается тактильно приятной вибрацией. Использовать кольцо для навигации по интерфейсу реально удобно. Watch 4 Pro поддерживает функцию управления жестами. Можно настроить на переключение треков в музыкальном плеере, отложить будильник, ответ и сброс звонка и запуск программ. Изменить команду для быстрого перехода к любому другому приложению можно в настройках на смарт-часах. С фронтальной части находится изогнутый AMOLED LTPO дисплей на 1,91 дюйма с 3D стеклом, разрешением 378 на 496 пикселей и плотностью пикселей в 326 ppi. Все как в Watch 3 Pro. Интерфейс доступен на китайском и английском языке, русского, разумеется, нет. Перевод на английский язык неполноценный, так как приложения и функции даже с выбранным английским языком отображаются на китайском, но в уведомлениях текст отображается на русском языке. Рамки у Watch 4 Pro небольшие, симметричные, конечно, если сравнивать с часами от Apple, рамки, конечно, громадные. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно. Микрофризов за время использования не встречал. Always On Display в наличии, работает он по расписанию, стиль AODA зависит от циферблата. Далее яркость шестиступенчатая, автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она корректно. По моим замерам экран выдает 1400 люксов на максимальной яркости, это космос. Яркости экрана хватит даже для использования в солнечный день при прямом попадании света на экран, хоть в пустыне. Время до отключения экрана максимум 60 секунд. Функция для выключения экрана при накрытии его ладонью на борту, как и включение тапом. При повороте запястья экран загорается моментально. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, ее можно персонализировать
персонализировать под себя. Слева направо панель с виджетами в виде списка. Настроить данную панель также можно. Свайп справа налево виджеты приложений мониторинга за здоровьем с достаточно информативными графиками и возможностью сразу же настроить работу измерений показателей здоровья. Свайп снизу вверх стандартное уведомление. В меню можно встретить ряд китайских приложений, а из интересного мы имеем дыхательные тренировки, тамагочи, который связан с активностью человека, который использует эти смарт-часы, будильник, который можно устанавливать прямо со смарт-часов, таймеры, секундомер, которые могут работать в фоновом режиме. Далее есть App Market, в котором находятся только китайские приложения, календарь, рабочее приложение для прослушивания FM-радио, но только китайских радиостанций, барометр, мировое время, фонарик, компас, погода с подробным прогнозом, магазин с watchface'ами, диктофон и музыкальный плеер, через который можно прослушивать китайскую музыку, которая находится в стоковом приложении, но, к сожалению, я не смог управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, а также не смог загрузить музыку на сами смарт-часы. Но вкладка в приложении такая есть. Интерфейс удобный, все настраивается и персонализируется довольно просто, но, конечно же, часть функционала заточена только под Китай. В настройках можно найти авиарежим, функцию для уведомления при отключении смарт-часов от смартфона, настройка индикатора уведомлений, настройка звука и вибрации, анализ расхода заряда и включение режима энергосбережения, настройка помощника Брена, обновление прошивки и установка пароля на смарт-часы. Летим дальше. Установлен здесь процессор Qualcomm Snapdragon W5 с техпроцессом 4 нанометра и энергоэффективный BES 2720. Операционная система ColorOS версии 6.0 на базе Android 11 версии, оперативная память 2 ГБ, встроенные 32 ГБ. Bluetooth версии 5.0, за что тоже минус. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик Polaris 10 у меня лично не подключился. Может быть, другие датчики подключаются. Можете написать, кстати, какие. Есть поддержка Wi-Fi на 2,4 ГГц и на 5 ГГц. Есть поддержка eSIM и NFC. На смарт-часы можно устанавливать сторонние игры, клавиатуру, приложение MirPay для возможности использовать бесконтактную оплату, приложение электронного ключа для автомобилей и различные другие приложения, к примеру, WhatsApp. Telegram для полноценного использования, даже с просмотром видео и фото. В форумах достаточно информации о том, как это все сделать. Также можно установить русский язык, но не для системных приложений. eSIM некоторым пользователям удавалось завести, но из-за некорректной работы приложений и сервисов на данный момент привязать eSIM возможности нет. Может, когда вы это смотрите, уже есть. Грубо говоря, если хотите использовать данные смарт-часы не как просто часы с китайским софтом, придется потанцевать с бубдом. Притом конкретно. GPS-навигация отрабатывает хорошо, но вот маршрут после тренировок отображается без карты. Во всяком случае, пока. Местоположение смарт-часы определяют за 5 секунд, тренировок на борту более 100 видов, есть автоматическое определение 6 видов спорта, тренировка в бассейне и на открытой местности с отслеживанием. Во время тренировки пользоваться плеером можно, ко всему тренировка может работать в фоновом режиме. Отмечу, что есть большое количество вспомогательных функций и советов для тренировок. Но из-за китайского языка разобрать мало что можно. Конечно, переводчик вам в помощь, но это еще то извращение. Что касается измерений показателей здоровья, то данная модель может измерять все показатели одним нажатием. Главное настроить ее, так как она требует дополнительно устанавливать приложение, и все это может сразу заработать, а можно еще долго повозиться. Пульс, SPO2 и уровень стресса могут работать в ручном автоматическом режиме. Мониторинг сна корректный, ко всему есть оценка фаз сна, мониторинг короткого дневного сна, дыхание после сна, автоматическое отключение музыки после обнаружения начала сна, напоминание перед сном и не только. Пульс у воздуха, как кислород в крови, у воздуха смарт-часы не считывают, это хорошо. Результаты измерений довольно точны. Также данная модель может отображать уровень глюкозы, но для этого нужно приобретать поддерживаемый динамический глюкометр и загружать сторонние приложения на смарт-часы. Далее есть измерение температуры кожи, но только опираясь на данные, полученные за несколько дней использования смарт-часов. То есть нужно их поносить, чтобы они корректно показывали. ЭКГ работает, но кто мне будет расшифровывать результаты? Ко всему график сопровождается текстом на китайском языке, как, к слову, и большинство в Watch 4 Pro. Плюс большое количество функций работает только в паре с определенным брендом смартфона. Приложение для анализа эластичности сосудов запрашивает установку дополнительного приложения, которое в стоке у меня попросту не устанавливается. Также напоминаю, что смарт-часы не являются медицинским прибором, а опираться на полученные данные в результате измерений не стоит. Хоть и Watch 4 Pro имеют сертификат медицинского прибора второго типа. Опять же, не наш. Далее функция Bluetooth вызова на борту. Входящий звонок можно принять или сбросить его. Уведомления приходят моментально. Текст отображается на русском языке. Смайлики и иконки приложений также отображаются. Но отвечать на уведомления нельзя. Микрофон отрабатывает хорошо, динамик громкий, а качество звука отличное, но не топовое. Вибромотор хороший, силу вибрации настроить можно. Емкость аккумулятора 570 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час. По времени автономной работы по моим тестам они живут около 3 суток, не больше. В целом хорошо, каждые сутки заряжать не нужно, что очень даже радует. Водонепроницаемость на борту класса 5 атмосфер, разумеется,
окунал их в воду, по итогу с ними все в порядке, функционал рабочий, плавать с ними можно, как принимать в душ, но соленую воду при любом раскладе никакие устройства даже с защитой не любят, и тем более не любят перепады температур. Каждый раз напоминаю, если у вас все живое, то это хорошо. Но лучше беречь то, что вы купили за такие деньги. Приложение HeatUp Health нужно скачать, отсканировав QR-код для того, чтобы использовать эти часы, которые есть в кратком руководстве. Приложение доступно на английском языке вместе с китайским. Работает приложение очень плохо, часто вылетает, часто подвисает и так далее. На форумах можно найти мод приложения на русском языке. Возможно, для вас этот мод будет полезен. Только помним, что через такие штучки у вас могут и личную информацию увести. В приложении есть 4 вкладки: профиль, вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице Oppo Watch 4 Pro мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых более чем достаточно, ко всему есть многофункциональные циферблаты, анимированные циферблаты, кликабельные циферблаты и не только. Плюс любую фотографию установить на заставку возможность есть. Далее мы имеем магазин с приложениями, вкладку для подключения eSIM, вкладку для добавления карт, онлайн-магазин с ремешками для смарт-часов, настройка мониторинга показателей здоровья, обновление прошивки, которая, к слову, мне уже прилетала, а также некоторое количество стандартных настроек для смарт-часов. Минусы: Cradle с пинами, старый Bluetooth чип, нет возможности в стоке подключить нагрудный датчик, во всяком случае мой. Перевод неполноценный, фирменное приложение на данный момент работает плохо. Нельзя отвечать на уведомления, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Разумеется, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк обязательно, чтобы я продолжал покупать эти бесполезные для перепродажи китайские часы и смартфоны и рассказывал вам до того, как вы получите глобалку. А так вы можете узнать все о часах, пусть даже в китайском варианте исполнения, заранее. Так что плюс вам, лайк мне. Резюмирую. Умные часы Oppo Watch — достойные смарт-часы. Конечно же, хотелось бы глобальной версии, так как это было бы меньше проблем. С другой стороны, когда используется подобная операционная система на базе Android, для многих пользователей, которые устанавливают все нужные приложения через ADB, это не имеет особого значения. Я, конечно же, за то, чтобы в стоке все работало и без проблем, так как хочется купить, распаковать и пользоваться, тем более за этот ценник. В любом случае, девайс неплохой, но еще сыроватый. Надеюсь, что с прошивками все допилит, так как местами прошлая модель Watch 3 Pro была лучше на данный момент. От меня девайсу максимально скромное «да». Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.